Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Готовим с вами блины старорусские, жирненькие, толстенькие. Это не блинчики. Нам понадобится литр молока, немножечко наливаем, оно у меня теплое. Сюда же всыпаю полстакана манной крупы. Нам понадобится или пачка 11 грамм сухих дрожжей, или живые дрожжи. Но живые дрожжи буквально грамм 7. Я их покрошу и перемешаю. Сюда же вбиваем 3 яйца, можно и 4. Всыпаем 1 чайную ложку соли с горкой или 1,5 чайной ложки без горки. Сахарный песок 5-6 ложек. Все перемешаем, яйца, и добавляем молоко оставшееся. Ну а теперь всыпаем муку. У меня здесь в этой чашке 5 стаканов, но всыпаем мы постепенно, полностью все не высыпаем и смотрим по консистенции. Может быть, вам нужно будет 4 стакана муки, потом вы добавите. Чем меньше муки, тем тоньше будут у вас блинчики. Хорошо перемешиваем венчиком или лопаточкой. Из этого теста не обязательно печь большие блины. Можно сделать маленькие оладушки, гномики, которые буквально по сантиметрика 3. Детям очень-очень нравится. Тесто у меня не густое и не совсем жидкое. Вы пробуйте на вкус, может быть, что-то надо добавить. Стакан у меня обыкновенный 200 грамм, ушло 5 стаканов. Емкость надо брать в раза в 3-4 больше, потому что тесто будет у нас подниматься. Теперь накрываем крышкой и поглядываем, потому что дрожжи играют хорошо и тесто может убежать. Посмотрите, тесто постояло, стало воздушное, такое все пышное. Я его еще немножечко поболтаю и дам еще минут 15 постоять. Но вы, самое главное, его не передержите. Оно же дрожжевое, оно может закиснуть и пахнуть дрожжами. Пробуем на вкус. Мало ли, может, что-то еще надо будет подбавить. В само тесто вливаю примерно 50-60 мл растительного масла, но это не обязательно. И хорошо перемешаем. Если вы решите добавить растительное масло до подъема теста, то оно будет очень трудновато подниматься. Посмотрите, вот для чего надо было бы брать большую кастрюлю. Тесто наше подошло и уже так и просится: выпекайте меня. Нам понадобится сковорода, желательно с низкими бортиками, или чугунная, или блинница. Ее нужно хорошо разогреть. Несмотря на то, что в тесто мы добавляли растительное масло, я взяла блюдечко и кисточку. Как правило, первый блин всегда комом. Именно из такого теста очень хорошо выпекать оладьи. Каждый готовый блин-богатырь я смазываю сливочным маслом. Блины-богатыри я уже напекла и решила сделать детям оладушки. Вот наши блинчики-богатырчики. Если взять полное количество теста, то получается примерно 11 штук, 25 сантиметров. Но так как я пекла еще оладьи, у меня получилось меньше, и еще набежала саранча, и тоже все съела со сгущеночкой. Если вам покажется, что тесто у вас густовато, потому что когда оно подходит, оно становится более густое, вы можете также его развести теплым молоком или водой, совсем немного. Все готово, можно чаевничать и придумывать, с чем же мы будем есть блины. Ну, на этом все. С вами Валентина Никита. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики и свои рецепты. Будем с вами готовить. В описании будет полностью
рецепт. Загляните, посмотрите.